Друзья мои, всем огромный привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня хотелось бы с вами поговорить о таких фаленопсисах, которые имеют вот такую красивую пеструю листву. Это видовой фаленопсис, цветение которого можно наблюдать в данный момент. Это уже домашнее цветение. Фаленопсис этот называется филиппиненсис. Это один из 3 белых фаленопсисов видовых, от которых пошли все наши гибриды, которые с вами мы наблюдаем в садовых центрах и торговых центрах, покупая и рассматривая, любуясь привычными глазу фаленопсисами. Дело в том, что видов фаленопсисов больше 70, но именно белых фаленопсисов всего лишь 3 вида. Это Афродита, Амабилис и вот этот филиппиненсис. У меня сейчас перед вами домашнее цветение этого интереснейшего вида. В моих условиях он все-таки не оставил меня без цветения. Вырастил новый лист, вот этот красивенный, глянцевый. Вырастил цветонос, сформировал 3 бутона. Обратная сторона цветов, которые уже раскрылись, имеет вот такой розовый оттенок. Обратная сторона листвы имеет оттенок новых листьев цвета баклажан, пурпул, да? Пурпурный такой цвет. Но со временем, когда лист уже становится взрослым, он становится вот таким, знаете, зеленым. Именно эти фаленопсисы и стали прародителями всех наших гибридов, которые мы с вами с удовольствием покупаем и выращиваем на своих полочках и подоконниках. Вот, ребята, не буду сильно крутить, но хочу вам показать эту красоту невероятную. У кого есть опыт по выращиванию этого прекрасного вида, а именно фаленопсиса филиппиненсис, поделитесь в комментариях. Это мой первый опыт. Расскажу вам, что приехал он ко мне летом прошлого года, не пересажен. Вижу, что у него часть корней в активном росте. Вот, смотрите, видите? Корни имеют такую плоскую форму, как у стюартиан и шиллериан. И этот фаленопсис мне показался очень шустрым и любящим получать влагу в корни. Размер покупки был 2,5. Это размер вот этого горшочка. Растет он у меня вот в таком подвешенном состоянии. Пока я его не трогаю, не пересаживаю. И мне удалось его зацвести без особого труда. Все шло своим чередом. Цветочек у него нежный, ребята. Просто невероятные крылышки. Форма в виде насекомого. В общем, он просто невероятен. Много гибридов с его участием. И вы знаете, у меня есть еще один представитель белых видовых фаленопсисов. Это Афродита. Она, конечно, еще не цветет. Я ее получила 1,7, очень в маленьком микроскопическом размере. Но мне уже прям не терпится увидеть цветение Афродиты тоже. Но она пока не готова к цветению. Пока вот любуюсь этой красотой и
представляю, как где-то у себя на родине, среди зарослей растений, свисают огромные, богатые цветочные грозди этого видового представителя белых орхидей. Ребята, а вот и моя Афродита. Она у меня переехала уже месяца 3 как, если не больше, в неорганический субстрат, потому что наша адаптация как-то замедлилась в мхе. И я решила ее по опыту других фаленопсисов поместить в неорганический компонент. Ну вот видите, новый корневой рост. И надеюсь на то, что она со временем заактивничает, корни в хорошем состоянии, подрастет, и я тоже буду любоваться ее цветением. Очень хотелось бы хотя бы пару цветочков от Афродиты тоже. У меня на сегодняшний момент есть несколько цветущих белых орхидей, и мы сейчас посмотрим с вами на цветение именно гибридов, а это природники. В общем, расскажите в комментариях, кто из природников у вас есть. Смотрите, у Афродиты зеленые листики, в отличие от филиппиненсиса. Но это, кстати, Афродита тоже. Вот она имеет такие у себя приписки. Возможно, это тоже какой-то, девочки, ну прочитайте. Видите, что написано? Возможно, это тоже уже какой-то гибрид с участием Афродиты. Нечистая Афродита. Хотя, кто знает, девочки, кто в курсе этой вот всей писанины, кто умеет это расшифровывать, напишите, пожалуйста, в комментариях. Буду благодарна. А этот филиппиненсис написано, что он насип. Вот так написано. Так, девочки, ну, приятно, когда зацветают вот такие интересные варианты фаленопсисов. Ребята, покажу вам вот эту красоту, которая цветет у меня каждый сезон. Осень, зима. Это прекрасный фаленопсис, имеющий вот такие размеры розетки, вот такие лопушистые листья, вот такую вот развитую корневую, которая уже просится, даже не знаю, куда она просится, но, в общем-то, косы корней. Цветет обалденно. В прошлом году это было больше 60 цветов. И по форме цветка я могу сказать, что здесь просматривается, возможно, кто-то из видовых прям явно. Либо амабилис, видите, либо Афродита. Цветки вытянутые в горизонталь. Представляете? Вот еще есть бутоны, которые не открылись. Да, я вспоминаю, в прошлом году было, боже, или 5, или 6 цветоносов. В этом году только 2. Но все равно очень цветение пышное, богатое. Вот кто умеет цвести, так это снежинка. Ну, приблизительно так, мне кажется, называется этот фаленопсис Snowflex. Хотя девочки мне писали другие варианты. Это только мои предположения, потому что на горшочке не было, ну, как бы никаких упоминаний о названии от садовника. Вот посмотрите, какая прелесть, да? Просто невероятно. Просто невероятно. Такой красавец. Так, у меня здесь вот он смотрит в окошко.
и радует всех. Хотела сказать проходящих мимо, но у меня, девочки, 10-й этаж. Такая прелесть. Я, наверное, все же, когда распустит последний бутон, откроет, я разверну в сторону комнаты эту красоту, как я делала в прошлом году, чтобы этот водопад белых цветов радовал меня и всех моих домашних. А то смотрит в окошко и все. Я еще жду, девочки, там на стеллаже Юкидан, тоже белый красавец. Ну вот это просто невероятное. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9 бутонов здесь и где-то примерно столько же здесь. Но представьте, что в прошлом году это было 5 или 6 цветоносов, и я насчитала вот таких, ну, более мелких цветов. Дело в том, что чем больше цветочков, тем они мельче. Но в прошлом году их было больше 60. Представляете? Я вам прикреплю в описании ссылку на прошлогодний видеорепортаж с участием этой красоты. Вот видите, какая прелесть. Вау-вау. Сейчас покажу вам еще 2 беляночки, которые у меня есть в других локациях. Но перед этим давайте посмотрим, есть ли что-то общего в форме у этих 2 фаленопсисов. Скорее всего, что у этого гибрида вряд ли был филиппиненсис, да, в родителях. Ну, надеюсь, вырастим Афродиту и посравниваем. Посравниваем цветение. Прикиньте, да? Класс. Какие они интересные. Такие разные. Здесь больше розового в окрасе. Такой оттенок у филиппиненсиса розоватый. Ребята, вот еще один мой любимчик. Это уже из биглипов, но очень красивый, очень нарядный. И я надеюсь, что с возрастом он будет давать вообще шикарные цветоносы, многоцветковые. Это хрустальный водопад. Смотрите, какая прелесть. Очень интересный и благодарный фаленопсис. И беспроблемный, я бы так сказала. Он у меня посажен в горшочек бусинков, смесь коры и кока-чипсов. Немножко вижу мха, но растет с удовольствием. Растит листики. Вот за прошлый сезон, за сезон лето-осень вырастил такой новый лист. И вот уже в наших непростых условиях заложил, развил цветонос и процвел. Цветет, ребят, очень долго этот фаленопсис. Сегодня у меня про белые фаленопсисы репортаж. Что-то мне так захотелось сегодня. И вы знаете, я очень переживала, что с дефицитом освещения его бутоны, ну, как бы не вызреют, что он посбрасывает, что останется пару цветочков. Ну, нет. Все, что он задумал, ребята, все он нам и подарил. Вот такую прелесть из 7 цветочков. Да? Здорово. Замечательный. Замечательный. Губа такая нарядная, воротничок такой. Посмотрите, этот хвостик у него. Класс. Бабочки прилетели. Бабочки прилетели. Прям замечательно. Белые орхидеи — это очень нарядно. Это прям такое, знаете, облако. Облако хорошего настроения. Прям вау. Очень нежные. Я как бы не часто трогаю вот так цветы, но сегодня я себе позволила так сделать. И это очень приятно. Внутри такое ощущение какой-то радости, какого-то восторга, ребят. Ну я не знаю. Блин. Реально орхидеи дарят позитивные просто минуты, позитивные моменты.
Просто невероятно. Есть похожая на него орхидея, тоже фаленопсис, но она только начала свое цветение, но я сейчас обязательно вам ее тоже покажу. Посмотрите, кого я принесла. Еще одну белую орхидею, тоже биглип, ребята, тоже невероятно красивый. Цветет на старом цветоносе, разбужена почка. Это кто узнал, он более крупный. Это фаленопсис медуза. Jellyfish, так, по-моему, он называется. И вот у него цветонос нового сезона. Цветоносы очень, видите, длинные, потому что стоит на полке под искусственным освещением и тянется к лампе, которая высоко. Вот только вчерась открыл здесь первый цветочек. Ну, он тоже очень нарядный, хоть меньше цветочков. У него, кстати, я даже не замечала, есть розовинка вокруг колонки. Ну вот если сравнить объем цветка сейчас двух этих орхидей, то, конечно же, медуза намного, ну как, слегка крупнее, ребята, слегка крупнее. Здесь где-то 6-7 сантиметров. Но это новый цветочек открылся, бутончик. Вот брать, если первые цветы, где-то, ну, 6, чуть больше 6 сантиметров, может 6, 5-6, я бы так сказала. То здесь уже покрупнее цветок. Тут уже 6-7 сантиметров, чуть-чуть больше. Ну вот они такие интересные. Кустик, конечно, у меня уже подросший. И вот так он у меня в 12-м горшочке, в коре. Ну, это азиатский вариант орхидеи. Приехал ко мне в размере 2,5, но уже большим. Я пересадила сама в кору, в 12-й горшок. Быстро оплел ком с грунтом этот фаленопсис. Он растит очень корни стремительно. И вот я поставила его, поместила в кашпо и доливаю, когда поливаю, оставляю там немножко водички, видите, потому что он очень быстро, ребят, пересыхает. Мне кажется, было бы неплохо его вообще на фитильный полив определить. Но он классный, мне нравится его строение цветка, такой прям интересный. Вот видите, у него нету вот этого хвостика, как у хрустального водопада. Вот видите, у хрустального водопада вот такой вот есть, не знаю, на язычке такой, видите, вот хвостик. Здесь его нет. Сюда бы еще, конечно, юкиданчика в компанию. Но юкиданчик не расцвел. И есть у меня еще один белый фаленопсис. Я только что про него вспомнила. И я даже удивилась, как я могла про него не вспомнить и забыть. Это моя самая-самая первая орхидея, которой, девочки, уже с 11-го года. Видите, купила я ее в 11-м году. Ей уже сколько лет, представьте. Вот так вот. 15 лет. Сейчас вам тоже ее покажу. Она у меня очень много лет была на реанимации. Все никак не хотела приспосабливаться. Редко цвела, но я нашла к ней подход. Вот она, ребят, моя лапулечка, моя самая первая орхидея. Как я могла про нее забыть? И в этом году 4 бутончика. Это за последние, не знаю, много лет. Она, знаете, как возрождалась из пепла. Вот только в керамзите, в плагроне, она начала нормально расти, наращивать корневую, листики растить. И вот она наконец-то начала цвести. Моя первая орхидея. Тренд 2011 года. Это то время, когда у нас орхидеи появились в продаже. И эти все орхидеи были в основном белые и розовые.
Так что вот такой вот держите, ловите вот такой букет. Хочу составить их рядышком в такую лесенку, если у меня получится. Сейчас, девочки. Вот так. Они просто все из разных локаций, и все смотрят в разные стороны. Ну, как бы такая красота. Тут рядом еще у меня еще одна белая орхидея, но это уже не фаленопсис, это цветет нобели. Он тоже беленький, с зелененькой серединкой. Вот как-то так, да? Здорово. Фаленопсисы красавчики. Ну и нобели тоже красавчик. Сюда еще не хватает вот этой шикарнючей дамы. Но я не могу ее снять с ее насиженного места, ребята. Она, конечно, вау-вау. Ее, чтобы тут тронуть, надо разобрать весь этот стеллаж. Тогда было бы прям водопад был бы из белых цветов. Пишите в комментариях, кто любит именно белые фаленопсисы. Я знаю, что есть девочки и мальчики, которые выращивают, специально покупают и выращивают только белые орхидеи. Есть такой вариант. У кого-то удельный вес белых орхидей в коллекции орхидей больше. Именно специально, потому что нравятся белые орхидеи. Так что всем сегодня такой белоснежный, нарядный, праздничный привет. Всем мира и добра, всем хорошего настроения. И до встречи, ребят, в комментариях. Напишите, какие орхидеи вы больше всего любите. И какой удельный вес белых орхидей, и есть ли вообще белые орхидеи в вашей коллекции орхидей. Обнимаю.